Приветствую вас, друзья! Меня зовут Михаил Теремков, и сегодняшний видеоролик будет посвящен реставрации интересной старинной мягкой мебели. Где-то примерно 3 месяца назад на канале уже выходило подобное видео. Тогда я реставрировал немецкий стул 60-го года. Вот здесь вот будет ссылочка, если интересно, можете зайти посмотреть. Значит, сегодня ко мне в руки попала не менее интересная модель. Это чехословацкое кресло, в простонародье называется ракушка, но подлинное его название Vertex. Оно было придумано чехословацким дизайнером в 1959 году и впоследствии стало символом чешского дизайна. Первое мое знакомство с этим креслом началось где-то 3 года назад. Тогда мне принесли несколько экземпляров на реставрацию, но посмотрев, я отказался просто потому, что слишком было много вопросов. Когда я увидел вот эти вот округлые формы, как это все сшивается, я не знал, поэтому решил не браться и отказался. Далее эта модель кресел была замечена мной в одном очень известном биографическом фильме «Высоцкий, спасибо, что живой». Они стояли там в одной из гостиниц, в которой находились главные герои. И в 2019 году я находился в Чехии на экскурсии в одной фабрике, которая занимается реставрацией и производством мягкой мебели. И там я видел очень много вот таких вот ракушек, уже отреставрированных. И тогда я спрашивал у ребят, в чем секрет, как правильно сшивать вот эти вот в этих местах вот ткань. Но тогда мне никто ничего не ответил. И вот сегодня, спустя год, мне опять принесли такое кресло, и я решил все-таки изучить этот вопрос и отреставрировать его. В сети есть достаточно много информации по ремонту этих кресел, однако какого-то внятного и подробного мануала я так и не нашел, поэтому решил сделать его сам. В чем особенность этого кресла? Дело в том, что верхняя часть сделана из стекловолокна, поэтому работать степлером здесь не получится. Ровно так же, как и не получится взять старые детали, выкроить по ним новые, сшить все полностью на машинке, потом просто натянуть, и все готово. Так тоже не получится, поскольку оно имеет вот такую нестандартную форму. Поэтому здесь нужно будет на машинке из 4 деталей сделать 2 попарно, вверх и низ, а потом эти 2 большие детали с помощью ручной иглы вот так по контуру прошить. Предварительно, соответственно, нужно будет все это очистить, наклеить сюда поролон, ну и потом уже работать непосредственно с тканью. Весь этот процесс я покажу на видео. Что касается ножек. Ножки у нас сделаны из бука. Их я отвезу в столярную мастерскую, где их приведут в надлежащий вид. Итак, что по деньгам? Вообще эти кресла не являются какой-то редкостью, и на Авито вот кресла в таком состоянии начинаются от 5 до 10 тысяч, в принципе, можно приобрести. Сумма за конечный вариант начинается от 25, и до бесконечности. Причем на зарубежных ресурсах можно найти такие экземпляры и по 2, и по 2500 долларов. Заработать на реставрации такой мебели можно только лишь в том случае, если вы знаете, кому это продать. И в основном эти вещи делаются под заказ, исходя из критериев заказчика. Это цена материала, расцветка, там цвет ножек и все остальное. Сейчас я приступаю к работе. Первое, что мне надо будет сделать, это снять старые чехлы и зачистить кресло от старого поролона. Я буду это делать в другой мастерской, поскольку поролон очень неприятно пахнет, он очень липкий, и он сразу запачкает стол и пол и все остальное. Поэтому отвезу его в другое помещение, более грязное, чем это. А затем привезу сюда, и здесь мы уже будем делать все остальные действия. Я постараюсь сделать видео максимально информативным и снять максимально красиво, насколько смогу. Все, погнали!
Итак, я наконец-то закончил работу по реставрации этого кресла. На все про все я потратил 2 рабочих дня. Работа была кропотливая, муторная, местами даже, я бы сказал, нервная. Ну, нервная, потому что все-таки делалось это в первый раз, в последующие разы наверняка будет попроще. Значит, стоимость обивочных работ в среднем составляет от 4 до 6 тысяч. Ну, а там уже все зависит от того, кто как оценивает свое время и свой труд. Если вы мастер и вам предстоит работа с таким креслом, по материалу вам потребуется 2 погонных метра. Я брал 3, ну, использовал 2. Но всегда, конечно, лучше брать с запасом. Далее, поролон. Я использовал поролон толщиной 20 мм. Плотность его была 30-я, ну, я бы взял бы что-нибудь поплотнее, но, к сожалению, у меня есть только такая. На этом, в общем-то, все. Если вы интересуетесь изготовлением мягкой мебели своими руками, в описании под данным видео есть ссылочка на мой сайт, там много подобных видео, переходите, смотрите. На этом все. С вами был Михаил Теремков. До новых встреч!